Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу сразу про два ZigBee устройства, средства на которые были собраны на платформе BuyMeCoffee. А героями обзора будут трековый светильник с режимами белого и цветного света и 8-зонный ZigBee пульт управления с прямым биндингом. Оба девайса продукты бренда Mi Boxer, который известен своими многочисленными и качественными контроллерами освещения и светильниками. Трековый светильник. Тип освещения – белый с изменяемой цветовой температурой и цветной. Модель TS530VZR. Интерфейсы ZigBee 3.0, радио 2,4 ГГц, максимальная мощность до 30 Вт. Световой поток до 1800 люмен. Индекс цветопередачи более 90. Угол луча 36 градусов. Диапазон цветовой температуры от 2700 до 6500 градусов Кельвина. Рабочее напряжение от 100 до 240 вольт, температура от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Пульт. Управление яркостью, цветовой температурой, цветом, 8 раздельных зон. Модель FUT089Z. Интерфейс ZigBee 3.0. Мощность передатчика 10 dBm. Максимальное количество контролируемых светильников 25. Питание 2 батарейки 3А. Температура от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Я купил оба устройства в одном магазине на одной странице, ссылку вы найдете в описании. Пульты мне встречались и ранее, и у меня было в планах изучить их, а трековые светильники попадались реже, и тут получилось взять сразу одно и другое. На коробке с светильниками из опознавательных знаков только наклейка с параметрами, которые я уже озвучил. Пульт пришел в красочной коробке, яркая цветная полиграфия, тут все красиво. Еще раз напомню, что хотя пульт и светильник прекрасно работают вместе, что я покажу дальше в обзоре, это самостоятельное устройство. Причем, если говорить об уникальных возможностях, пульт намного интереснее. Хотя он спроектирован под управление группами светильников, он может работать и с другими устройствами. Как именно, покажу дальше в обзоре. В первой коробке нашелся уже готовый к установке трековый светильник и небольшое описание. Полная инструкция доступна на сайте производителя, по QR-коду, который можно найти в описании или на самом светильнике. С пультом в комплекте также идет настенный держатель и крепеж. Благодаря ему будет не только место для хранения пульта, но и еще один способ использования прямо со стены. Конструктивно это точечный светильник с ярким направленным лучом 36 градусов. Устанавливается он на 4-контактный трек, что обеспечивает не только простоту и скорость монтажа, но и свободу перемещения по всему доступному треку. Относительно трека он может располагаться под разными углами, начиная с положения параллельного ему, заканчивая строго перпендикулярного. Также светильник можно вращать в стороны. Из всех вариантов домашнего освещения этот, наверное, самый гибкий и настраиваемый. Диаметр светильника 76 мм. Над светодиодами установлена линза, которая и формирует световой луч. Чуть дальше я покажу, как он выглядит, но по своим ощущениям скажу, что свет очень качественный. Индекс цветопередачи заявлен более 90. Мерцаний не было заметно ни визуально, ни на камеру. Эта модель рассчитана на работу с 4-проводным треком. С каждой стороны имеется по 2 контакта, которые в транспортном положении спрятаны в корпус. После установки на нужное место выдвигаются и фиксируют положение светильника, обеспечивая электрический контакт с линией питания. Подробнее про питание расскажу чуть позже. Основная часть платформы прячется внутри трека. Снаружи остается по сути только основа со светильником. Кстати, тут тоже имеется наклейка с параметрами светильника, номером модели и QR-кодом, по которому можно перейти на страницу полной инструкции. Я попытался разобрать трек, чтобы посмотреть его конструкцию. Это мне удалось только частично, однако достаточно для того, чтобы понять, что в нем прячется силовая часть и логическая часть, по сути вся электроника. Держится все на нескольких винтах и защелках, но есть и проклеенные части, которые я не хотел ломать, поэтому полностью вскрывать не стал. С другой стороны, в своих обзорах я больше внимания уделяю именно логике работы устройств. Теперь поговорим о питании светильника. Преимуществом трековых светильников является то, что их можно устанавливать в любом месте трека. Что-то вроде как поезд в метро получает питание от контактного рельса. Эта модель предназначена для 4-проводного трека, где 3 провода это фазы, а 1 это 0. Самому светильнику в один момент времени нужна только одна фаза, как ее выбирать я покажу. А использование 3 фаз позволит более гибко управлять светильниками и распределять нагрузку. Варианты подключений вы видите на экране. В нижней части трека имеется специальное окошко, в котором видна выбранная при помощи поворотного колеса фаза. Кроме фаз, обозначенных цифрами от 1 до 3, есть положение 0, выключено.
Для тестового стенда я использовал прямое подключение проводом питания к контактам платформы светильника. При штатном использовании эти контакты утоплены в трек, поэтому все полностью безопасно. Синий провод — это 0, коричневый — фаза. Тут выбрана фаза под номером 3, колесо выбора установлено в соответствующее положение. Подаю питание на светильник, как видите, он у меня подключен через автомат испытательного стенда, и он, как и ожидалось, включается. Для перевода в режим сопряжения с шлюзом светильник нужно выключить и включить трижды. Так выглядит активный режим сопряжения, дышащий красный свет. Перейдем к штатной системе управления TUIA Smart. Начнем с светильника, у нас, напомню, есть еще пульт. Так как устройство работает по ZigBee, для подключения нужен шлюз, у меня это проводная версия от Moes. Запускаем его плагин и активируем режим подключения. Далее, примерно в течение минуты, светильник, который должен быть в режиме сопряжения, при этом он светит красным, определяется и подключается к шлюзу. Он будет доступен в перечне дочерних устройств в плагине своего шлюза и в общем списке устройств системы. После успешного сопряжения цвет меняется на зеленый. Давайте рассмотрим возможности этого устройства. Его плагин более-менее стандартный для подобных светильников с режимами белого и цветного света. Основной экран после включения делится на несколько вкладок. В режиме белого света можно регулировать цветовую температуру и яркость. В цветном, кроме яркости, выбирать оттенок и его насыщенность. Режим сцен позволяет выбрать из предустановленных или создать свою собственную последовательность смены цветов. В музыкальном режиме будет использоваться микрофон телефона, а светильник будет менять цвета в такт музыки. Внизу, слева от кнопки включения, находится меню таймера, который, если его активировать, можно установить в пределах от минуты до 24 часов. По его истечению светильник поменяет свое состояние, включится, если был выключен, и выключится, если был включен. Справа находится кнопка дополнительных опций. Тут их немного. Планировщик, в котором можно задать время и день недели, когда включать или выключать светильник. Вторая опция — это режим «Не беспокоит». Кто следит за моими обзорами, уже встречал такой у светодиодного прожектора и контроллера для LED-лент, ссылки я оставлю в описании. Также сюда добавили ссылку на сайт производителя. Общее меню настроек более-менее стандартное. Заявлена совместимость с Amazon Alexa, Google Home и SmartThing. Работает это на уровне облачных аккаунтов, я многократно это показывал в своих обзорах. Тут же можно создать группу светильников, вывести его ярлык на рабочий стол, проверить прошивку, удалить и сбросить настройки в заводские. В автоматизациях возможности героя обзора аналогичны рассмотренным ранее светильникам, про которые я уже упоминал. В меню триггеров условий есть 4 варианта, начиная с базового состояния, которое может быть включено или выключено, и заканчивая режимами работы, в котором находится светильник и его параметрами, яркостью и цветовой температурой. Например, можно анализировать, с какой яркостью он включен. В меню действий тоже 4 варианта, причем 2 из них даже не перевели с китайского, даже в английском варианте интерфейса. В меню состояний сильно не хватает опции переключения, есть только включить-выключить. В автоматизации можно включить таймер, а опции, названия которых не перевели, позволяют установить нужный режим белого или цветного света. Теперь перейдем к пульту дистанционного управления. Это ZigBee версия. Существуют еще версии с обычным радиоинтерфейсом. Органы управления спроектированы под работу как раз с светильниками цветного и белого света. Я имею в виду сенсорные панели выбора яркости, цвета и температуры. Питается пульт от двух стандартных батареек 3А, можно использовать и аккумуляторы, но желательно те модификации, которые имеют стандартное напряжение питания 1,5 вольта, а не 1,2. В этом обзоре мы проверим совместную работу пульта и светильника, а также, для понимания его возможностей, протестируем и с другими часто используемыми устройствами. Еще раз хочу подчеркнуть, что пульт — это самостоятельное устройство, которое легко найдет применение в многих системах умного дома. Пульт способен работать с 8 группами светильников, общее число светильников заявлено как 25. Выбор группы осуществляется кнопками с номерами от 1 до 7, каждая кнопка двойная. Нажатие на левую сторону включить, на правую выключить. Хотя написано, что этот пульт на 7 зон, есть и 8 зона, это отдельные большие кнопки On и Off. Для перевода в режим сопряжения нужно нажать как раз эти клавиши On и Off, пока светодиод в центре круга выбора цвета не начнет мерцать. Далее все стандартно через плагин шлюза. В отличие от большинства логических ZigBee контроллеров, пульт не рассчитан на работу через автоматизацию, он работает по принципу прямого биндинга. В его плагине есть список из 8 зон. Каждая из зон — это клавиша на пульте.
В нее добавляются светильниками, которыми будет управлять эта клавиша. Но надо понимать, что тут есть только ZigBee устройства, подключенные к шлюзу. Те, что работают через Wi-Fi, сюда не добавятся. Вот так это работает. Светильник в первой зоне. Та сторона клавиши, которая отвечает за включение, кроме собственно включения, служит и для выбора нужной зоны, если их несколько. Далее, при помощи сенсорных панелей, а также клавиш выбора цвета, управляем светильниками выбранной зоны. А вот в чем суть прямого биндинга. Это тот самый шлюз, к которому подключен и светильник, и пульт. Сейчас он отключен и находится в оффлайне. При этом пульт точно так же управляет светильником, ничего не поменялось. Прямой биндинг – это непосредственная связь между двумя устройствами, которая работает даже если отключен ZigBee координатор, молчу уже про доступ к интернету. Этот пульт обеспечивает гарантированный канал управления, не зависящий от работоспособности умного дома. Создам еще одну группу и добавлю в нее некую случайную ZigBee лампочку для Tuya Smart. Теперь первая зона – это трековый светильник, вторая зона – лампочка. Для переключения между зонами нужно нажать на левую сторону клавиши с нужным номером или большую клавишу ON для 8 зоны. Далее все управление одинаково. Естественно, что все зоны работают на прямом биндинге. Шлюз нужен только для их создания, редактирования или удаления. Далее все работает и без него. Можно объединить несколько светильников в одной зоне. Давайте соединим лампочку и трековый. Теперь оба светильника работают синхронно в первой зоне. Думаю, что вы понимаете, насколько это удобно, когда при помощи одного пульта вы сможете синхронизировать несколько светильников, причем в независимом от доступности умного дома режиме. Еще хочу показать, как работает сам светильник. На камеру, конечно, это сделать довольно сложно из-за того, что ее чувствительность автоматически регулируется в зависимости от яркости, поэтому разница не так ощущается, как визуально. Но скажу свои личные ощущения. Светильник очень яркий, но луч достаточно узкий, поэтому использовать их можно для зональной подсветки и однозначно группами. Благодаря возможности легко конфигурировать его положение, наклон и поворот, будет несложно добиться оптимально комфортного варианта освещения. В целом у меня сложились хорошие впечатления. Мощность на максимальной яркости белого света достигает заявленных 30 Вт. Сильного нагрева я не заметил. Перейдем в Home Assistant. Есть несколько способов добавления этого устройства. Это штатный через интеграцию Tuya Smart, которая работает через облачный аккаунт. Пульт, хотя и видимый как устройство, отображается как неподдерживаемый, хотя он тут и не нужен, так как работает напрямую. Светильник поддерживается. Тут доступны стандартные опции: управление состоянием, переключение режима работы цветной и белый свет, выбор яркости, цветовой температуры и оттенка. При таком способе параллельно сохраняется и управление через Tuya Smart со всеми автоматизациями. Естественно, работает и прямой биндинг на пульте. Из доступных мне локальных интеграций функционал работы с зонами на прямом биндинге есть только у ZigBee To MQTT, поэтому начну с нее. Актуальная на дату проведения теста версия 1.28.4. Подключаю пульт, напомню, что для перевода его в режим сопряжения нужно нажать и удерживать до мерцания светодиода клавиши ON и OFF. Пульт поддерживается штатно, внешних конвертеров создавать не нужно. Как и другие ZigBee устройства на автономном питании, его тип End-Device. Большинство времени он находится в спящем состоянии. Он транслирует только служебные данные: уровень заряда и напряжения батареи, уровень качества сигнала. Помним, что пульт не рассчитан на работу в автоматизациях. На сайте проекта ZigBee To MQTT в каталоге устройств есть описание, как работать с этим пультом. Тут все довольно просто. Он жестко запрограммирован на управление группами с ID 101-108, где последняя цифра – это номер зоны. Как это работает, расскажу чуть далее. А пока подключаем светильник. Он тоже поддерживается штатно, однако тут есть кое-какой нюанс. Я недаром вспоминал ZigBee прожектор с тем же номером модели TS0505B, но другим кодом производителя. Тут та же самая история. Устройство имеет штатную поддержку, но конвертер не совсем корректный. Режимы управления освещением работают все, но отсутствует режим «Не беспокоить». Зато есть установка памяти состояния, попытка изменить которую приводит к ошибке. Поэтому я пошел по проторенной дорожке создания конвертера на базе контроллера для LED-лент. Весь процесс я подробно показал в обзоре ZigBee LED прожектора, ссылка в описании.
Тут я не вижу смысла повторять все то же самое, кто не видел, может посмотреть. Добавляем созданный конвертер, ссылку на него вы найдете в описании под видео, в ZigBee to MQTT и перезапускаем аддон. Все работает, правда, без картинки, на работоспособность это никак не влияет. В этом конвертере есть режим «Не беспокоить», и он работает. Если светильник был выключен на момент пропадания питания и этот режим был включен, то при восстановлении питания светильник не включается автоматически. Но если свет горел, то и при восстановлении он будет включаться. Перейдем к группам. Для их создания переходим в соответствующее меню в ZigBee to MQTT. Сейчас у меня нет ни одной группы. В первое поле вводим свое название для группы, тут как хотим. Второе поле это ID. Тут указываем номер зоны в диапазоне от 101 до 108. Зона 101 это первая кнопка пульта. После этого нажимаем кнопку «Создать группу». Переходим в созданную группу, тут пока ничего нет. Добавим сюда наш светильник. В левом верхнем окошке выбираем нужное устройство и endpoint для управления, стандартно первый. Добавляем. Светильник добавлен в группу и теперь будет управляться первой кнопкой пульта. Проверяем. Тут все работает. Управление состоянием, яркость, режим белого и цветного света. Можно поэкспериментировать. Я сделал группу 102 для второй клавиши и добавил в нее лампочку Акара белого свечения. Это первая версия, старая, без поддержки ZigBee 3.0. Проверяем. В первой зоне работает трековый светильник, во второй лампочка. Правда, тут нет цветного режима, но это функциональность самой лампочки. А это мой тестовый сервер с встроенным ZigBee координатором и тем ZigBee to MQTT, к которому подключены оба светильника и пульт. И как видите, это никак не повлияло на работу пульта с обоими светильниками. То есть концепция резервного независимого канала управления работает. Еще немного опытов. Это старое реле Акара с двумя каналами. Я подключил его на второй endpoint в 108 группу. 108 группа это, напомню, большие клавиши, и они теперь успешно управляют вторым каналом реле, также независимо от доступности ZigBee to MQTT. Удаляем реле из группы и добавляем розетку. Это серия TS011F. Круглые евророзетки-переходники с энергомониторингом. Я про них неоднократно писал в своем телеграм-канале и сделал несколько видео. Тут тоже все работает корректно. Яркость, конечно, мы изменить не сможем, но вот включение и выключение без проблем. На дату тестирования другие проверенные мной методы не поддерживают функционал групп, поэтому тут будет только проверка светильника. SLS шлюз. Официальная актуальная прошивка на сегодня от 10 декабря 2022 года. Светильник добавился, но его код производителя неизвестен шлюзу, об этом можно сразу догадаться по отсутствию какой-либо картинки. Так и есть, шлюз считает устройство неподдерживаемым. Снова вспомним про прожектор, который уже по состоянию на дату официальной прошивки в нее добавлен. Вручную меняю номер конвертера на 248 от прожектора. Теперь шлюз считает наш трековый светильник прожектором, но зато он теперь нормально будет работать. Панель состояний со всеми опциями, включая режим «Не беспокоить». Теперь все корректно. Штатно этот светильник добавлен в прошивке начиная с 15 декабря 2022 года. После выхода нового релиза ничего руками менять не придется. Для него создан отдельный 251 конвертер и соответствующая реальности картинка. Сам же конвертер в точности тот же самый, что и был у прожектора и контроллера LED-лент, в нем ничего не меняли. Осталось проверить поддержку светильников ZHA, хотя на самом деле и так понятно, какой будет результат. Все то же самое, что и у прожектора. Светильник определился, на этом этапе уже видно, что штатный функционал у него работать будет. Из доступных объектов управления есть светильник и выбор стартового режима при включении. Все стандартно для двух режимных светильников. Переключение между цветным и белым светом, яркость, цветовая температура, оттенок. Итак, в этом видео мы познакомились сразу с двумя ZigBee устройствами. Трековый светильник функционально достаточно стандартный, подобные ему мне уже попадались. Большой плюс это наличие режима «Не беспокоить». Что касается его прямого назначения, тут ничего плохого сказать не могу. Луч света яркий, мерцаний не заметил, его можно использовать в качестве постоянного рабочего света, а также ночника или атмосферной подсветки в цветном режиме. Пульт – более экзотическое устройство, он действительно интересный вариант дополнительного канала управления устройствами, так как не зависит от работоспособности умного дома и имеет 8 зон для управления разными группами устройств.
Но стоит помнить, что он может управлять только ZigBee устройствами и только в той сети, в которую подключен сам в рамках одного координатора. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылки на устройства, показанные и упомянутые в обзоре, на видео по этой теме, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!